Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс и Юля. Сегодня мы будем с Юлей говорить на тему жизни в большом городе и жизни в маленьком городе. Юля, но как мы определим, что есть большой город, а что есть маленький город? Мы решили руководствоваться той логикой, что если в городе живет больше 1 миллиона человек, то это большой город. А если меньше 1 миллиона человек, то это небольшой город. Есть такое словосочетание «город-миллионник». Да, город-миллионник. Да я бы даже сказал так, что это все верно для России, да? Что больше 1 миллиона большой город, и, наверное, менее даже полумиллиона это уже небольшой город. Примерно так. Меньше полумиллиона, больше миллиона. Примерно. Окей, давай начнем. Ты у нас будешь на какой позиции? Я буду за большой город. Да, я хорошо. люблю мегаполис. Отлично. Юля будет за большие города, а я буду за небольшие города. Поехали. Первый пункт, который мне приходит в голову. Жизнь в маленьком городе. Ты меньше времени тратишь на поездку на работу. То есть ты добираешься на работу быстрее. То есть в маленьком городе ты тратишь 20-30 минут, чтобы доехать до работы. Верно, согласна с тобой. В большом городе ты тратишь минимум час. Час считается, что ты работаешь недалеко. Это Москва. Это, в Москве, да, в Москве. В Питере час это, так прям, нормально. В Москве у меня было место работы, до которого я ездила около 2 часов в одну сторону. 2 часа! Да, но... 2 часа на работу и 2 часа назад. Да. То есть ты понимаешь, что 4 часа это одна, 24 разделить на 4? 1/6. 1/6, да. 1/6 твоей жизни проходит в транспорте. 1/6 жизни в транспорте. Я согласна, что 2 часа это много, но в целом час-полтора это нормально, на мой взгляд. Тем более, что если ты едешь не на машине, а в метро, на автобусе, ты в это время можешь читать книжки, либо заниматься какими-то там еще делами, учить что-то. И я помню, что когда я ездила далеко, я читала очень много книг, потому что у меня было много времени на это. Ладно, согласен. В целом, да. То есть, если человек тратит это время с пользой, а не сидит, какие-то там эти шарики нужно взрывать, там, да, вот это как bubbles какие-то там. Это да. Жесть. Окей, согласен. Давай, у тебя теперь какой аргумент? В большом городе больше возможностей в плане работы, например, потому что много разных компаний, много вакансий, и у тебя действительно много возможностей найти что-то интересное, более оплачиваемое. Есть возможность повыбирать, например, из разных мест работы. Тут сложно поспорить. Единственный, наверное, мой тебе ответ будет, что сейчас в современном мире очень часто эта грань стирается. И неважно, ты живешь в маленьком городе или в большом городе, да, посмотри на нас, мы сейчас живем в маленьком городе, но мы работаем, скажем, на компании, которые находятся в больших городах. То есть в целом, благодаря удаленной работе, тебе не важно, где ты живешь, в большом городе или в маленьком городе. Да, если у тебя есть возможность заниматься удаленной работой, я тоже сейчас работаю на компанию, у которой офис в Москве. Да. Но не у всех есть возможность работать удаленно. Это правда, не у всех. Хорошо, согласен. Следующий мой аргумент. Давай. В маленьком городе гораздо меньше стресса. Вот что ты на это скажешь? Согласна с тем, что в маленьком городе меньше стресса. То есть жизнь спокойнее, такая более размеренная. Вот мне нравится это слово. Жизнь размеренная, да, как-то вот... Да, но смотри, на мой взгляд, для меня основной стресс большого города связан с поездками в час пик на работу. Извините, простите. Вот это реально стресс. Да, если ты стоишь в пробках, ненавижу стоять в пробках, или если ты в метро забит, просто такой вот. Это стресс.
Но так вышло, что последние несколько лет жизни в Москве у меня не было необходимости ездить в сам час пик. Мне нужно было ехать либо раньше, когда я 2 часа добиралась до работы, либо я могла ездить чуть позже. Поэтому, стресс таким образом убирался. Но это для меня. Я знаю, что многим, в принципе, сложнее, жить в большом городе, потому что много людей, много машин, все время вокруг тебя что-то вертится. Но я просто это очень люблю. Ну, окей, да, здесь можно рассуждать в плоскости вот этот дистресс и эйстресс, да, полезный стресс и вредный стресс. То есть какой стресс должен быть, чтобы это тебя мотивировало что-то делать, да? Да. Вот. Окей, хорошо, согласен. Значит, маленькие города еще. Теперь твоя очередь. Моя очередь. В большом городе активная культурная жизнь. Много музеев, театров. Вот все, что ты хочешь, по крайней мере, в Москве, в Питере, все, что ты хочешь найти, от, я не знаю, игры на каком-нибудь этническом барабане и заканчивая классами балета для взрослых, все найдется. И будет несложно что-либо найти, потому что очень много всяких вариантов досуга, вариантов культурной жизни. В маленьком городе ты зачастую ограничен тем, что у тебя есть 2 театра, куда приезжают на гастроли иногда какие-то спектакли, но в целом у тебя гораздо меньше вот этой вот возможности быть в гуще культурных событий. Я соглашусь. Конечно, большой город, возможностей больше, и в плане культурной жизни тоже возможностей больше. Но вот что мне пришло в голову. В большом городе была даже такая теория, я сейчас ее точно не воспроизведу, но теория заключалась в том, что есть какой-то лимит количества человек, после которого уже люди делятся на группы. И это окей, это первый вариант. Второй вариант, что после того, как город, деревня, село, какой-то населенный пункт превышает, опять же, какой-то лимит, то происходит уже, не происходит нужных для человека социальных контактов. То есть в большом городе у тебя, как ни странно, проблемы с социализацией гораздо сильнее, чем в маленьком городе. В большом городе ты не знаешь в Москве своих соседей, правильно? Не знаю. Да не знаешь, кто слева, кто справа. Одну соседку ты знаешь, и то ты с ней почти не общаешься, да? Верно. Остальные соседи, которые живут рядом в большом доме, да, рядом с тобой, ты их не знаешь. Как только мы приехали в Севастополь, мы в первый же день в этом маленьком домике, в этом мини-комьюнити, да, в этом дворе, мы узнали почти всех, по крайней мере, всех, кто живет рядом. Да. Вот. Мне кажется, куда бы ты ни пошел в маленьком городе, люди из-за того, что более расслаблены, спокойны и жизнь более размерена, они могут с тобой, у них есть время поговорить с тобой, вот эти small talk, да, так называемые, которых в России, в принципе, наверное, и нет, но, в общем, люди все равно с тобой могут поговорить. Я с тобой согласна. Действительно, в большом городе есть проблема одиночества, да, это действительно как такая существующая проблема сейчас в больших городах. Но в то же время в больших городах с этим сейчас пытаются бороться, скажем так. То есть те люди, которым не хватает социальных контактов, сейчас, я знаю, что и в Москве, и в Питере есть именно как группа по интересам, такие как некие нетворкинг, встречи. То есть это не знакомство с каким-то романтическим подтекстом, и не знакомство, например, когда вы ходите вместе, я не знаю, на йогу и там познакомились. Это именно встреча для того, чтобы тебе помочь найти новых друзей. Так это же, то есть это хорошо, это решение проблемы, но сама проблема, мне кажется, страшная. То есть, что человек, живя в таком гигантском муравейнике, чувствует себя одиноким. Но это само по себе жесть. И мне кажется, что на эти встречи придет 0,0000001 там какая-то миллионное население всего города. То есть у 99,9999, то есть
почти у всех людей все равно будет проблема. Только меньшинство сможет набраться сил и пойти на эти встречи и прокачивать. Те, кому это реально надо, потому что есть люди, которые общаются там со своей семьей, общаются с коллегами на работе, и в целом, они не испытывают желания идти с кем-то знакомиться прямо сейчас. Они, может быть, как бы не испытывают желания, потому что они не понимают своей проблемы. Они сидят и получают дофамин с помощью Инстаграма и ТикТока, им вообще кажется жизнь шикарной. Они заказали пиццу и продолжают вот это обсуждать, все, что произошло в мире телефона. И они вообще все знают, в курсе всех событий, но вот они вот такие. То есть, я согласна, да, что проблема коммуникации в реальном мире — это сейчас острая проблема. Окей. Давай еще одну какую-нибудь. Еще один последний пункт, да. Я назову сейчас пункт, но он, в принципе, несмотря на то, что Новороссийск небольшой город, здесь с этим нет проблемы. Но я бы сказала, есть такая фраза: «Москва никогда не спит», да, «Moscow never sleeps». То есть это означает, что в любое время суток в Москве, в принципе, ты можешь найти все, что тебе нужно. Там кофе, еда, любые товары. Вот в час ночи ты просыпаешься и думаешь: мне нужно это, и ты, скорее всего, это сможешь получить. Зачастую в небольших городах в 8 вечера, в 9 вечера все закрылось. Я чувствую, как некоторые наши, зрители из каких-то европейских городов там действительно все рано закрывается. Смотрят на нас и говорят: что? В маленьком городе все работает до 8 вечера? У нас там в 2 часа дня уже все, сиеста, фиеста, как там, все, гуляй, все закрыто. В Европе, да, на самом деле много, тоже я когда была, много чего закрывается рано, и тебе сначала это странно, потом ты понимаешь, что это круто, потому что люди пошли отдыхать, они сидят смену до 10 вечера. Вот именно. И это круто, но с точки зрения покупателя, потребителя услуг, классно. Пошел-ка этот потребитель просто вот куда подальше. Я, например, работала в отеле, у меня смены заканчивались в 12 ночи, и я понимала, что мне нужно найти магазин, где я банально смогу купить себе еду в 12 ночи, потому что у меня не было денег, чтобы заказывать какую-то доставку, мне нужна какая-нибудь там, не знаю, супермаркет, где это все будет стоить дешево. И вот только то, что в большом городе есть магазины, работающие круглосуточно, мне помогало. Не знаю. С одной стороны, это, конечно, удобно. С другой стороны, ты понимаешь, что если не будет магазинов, которые работают 24 часа, или если их будет мало, ты просто привыкнешь, и, мне кажется, у тебя не будет каких-то проблем. Конечно. На этот счет. В Новороссийске много чего работает круглосуточно. Да, здесь много всяких кафе, каких-то магазинов, супермаркетов, которые работают круглосуточно, да. Мне пришел в голову последний еще пункт – это экология, и пробки. Давай объединим. Пробки в больших городах и экология в больших городах. В любом случае, в большом городе экологическая обстановка хуже и больше машин, чем в маленьком городе. Да, экологическая обстановка хуже, только если маленький город не находится возле какого-нибудь большого завода. Да, это правда. То есть нужно смотреть все равно каждый случай в частности. Потому что, в общем, так сказать, наверное, будет верно, но бывают ситуации, когда маленький город и рядом огромный цветок, огромный завод, который портит всю атмосферу в прямом и переносном смысле. Верно. Ну что ж, друзья, напишите, пожалуйста, что вы думаете, что вы, может быть, для себя выбрали: жизнь в большом городе или жизнь в маленьком городе. Нам будет очень интересно, а мы с вами прощаемся. До следующего видео. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Да, маленький город все равно лучше. Нет. Да, определенно. Нет. Да, эти большие города. Большие города. Да, вот это все, да, не знаю. Маленький город. Что за... вот это все твои аргументы. Маленький город. Я тебе все аргументы за мегаполис уже перечислила. Мегаполис — круто. Да, перечислила. По факту фигня. Да, конечно, да, вот только агрессия. Что, когда аргументы заканчиваются, начинается грубая физическая сила. У меня много аргументов.